Неудачники – это вовсе не те, кто лежит на диване и ничего не делает. Наоборот, они работают, и очень много работают. Однако им приходится работать в 10 раз усерднее, чем большинству людей, чтобы достичь чего-то. И это еще не все. Вместо того, чтобы бороться за то, о чем мечтают, они почему-то медлят, откладывают, взвешивают, не решаются. Пока другие покоряют вершины, они задумчиво смотрят ввысь, а получится ли, а не слишком ли рано или поздно. Вывод напрашивается сам собой. Такие люди просто настраивают себя на неудачу. Предлагаем вам список тех вещей, которые делают неудачники, и тем самым собственноручно закапывают собственную удачу. Это привычки хронических неудачников, от которых нужно избавляться. Скорее всего, большинство из них поступает так неосознанно, поэтому это информация для людей, которым катастрофически и постоянно не везет, и она может быть очень ценной. Ведь предупрежден, значит вооружен. Все, что им необходимо, это немного поработать над собой, а именно перестать делать некоторые вещи. Вот 9 привычек хронических неудачников. Первое. Они очень нетерпеливы. Вместо того, чтобы спокойно и терпеливо ждать подходящего времени, такие люди, как правило, начинают нервничать и паниковать. Как говорится, все пропало. Если они чего-то хотят, то непременно, сразу и сегодня. И никак не позже. Как только на их пути возникает малейшее препятствие, сразу же сдаются, оправдывая свое решение тем, что им никогда не везет. Самое обидное, что зачастую они отступают, будучи всего в шаге от победы. Второе. Они слишком много сил вкладывают в неправильные вещи. Такие люди имеют одну общую черту. Они прикладывают максимум усилий к вещам, которые на самом деле не имеют большого значения. Правда состоит в том, что действительно важные дела кажутся им слишком простыми и несущественными. Таким образом, они недооценивают ключевые задачи, сворачивая на путь второстепенных и абсолютно ненужных. Они выбирают дорогу наименьшего сопротивления, еще глубже погружаясь в мелочи, что лишь отвлекают. А всего-то необходимо пройти лишнюю милю, сделать то, что никогда не делали, заглянуть наконец, что же там за горизонтом. Третье. Они не признают промежуточных успехов. Когда неудачники задумываются о своей жизни, то видят лишь то, чего хотят и чего у них нет. О том, сколько уже сделали и что приобрели, они даже не вспоминают. Хотя сегодня вы, возможно, и не там, где хотите быть, но и не там, где были. А это уже маленькая, но победа. Люди, которые считают, что им всегда не везет, даже не пытаются посмотреть на стакан как на наполовину полный. Для них либо все, либо ничего. А это огромная ошибка. Четвертое. Они всегда медлят и откладывают. Неудачники зачастую притворяются, что делают больше, чем на самом деле. Причем они обманывают в первую очередь себя, и, очень успешно, они откладывают все до последней минуты и никогда не прилагают достаточно усилий, чтобы что-то изменить в своей жизни. Их любимая фраза «а как-нибудь обойдусь». Вот и выходит, что упускают возможность за возможностью, пока другие учатся на своих ошибках и добиваются успеха. Пятое. Они недостаточно открыты для изменений. Такие люди очень боятся перемен. Хотя на словах всегда утверждают обратное. Они хотят, чтобы что-то поменялось в лучшую сторону, но без их участия и как-то само собой. Поэтому неудачники яростно сопротивляются малейшим изменениям, говоря, что они это уже пробовали, но ничего не получилось. Шестое. Они делают все и одновременно ничего. Такой тип людей живет в режиме многозадачности, к тому же выполняет все в последнюю минуту. При этом они ни во что не вкладывают достаточно усилий, чтобы можно было бы достичь успеха хоть в какой-то области. Вместо того, чтобы тратить время и сосредотачиваться на чем-то одном, они подбирают все, что попадется, и типа трудятся. А это все равно, что не делать ничего. Седьмое. Они не верят в себя. Эти люди не верят, что они способны на все то, чего хотят достичь в этой жизни. Они намеренно отказываются от того, о чем мечтают, полагая, что недостаточно способны и великолепны для этого. Неудачники панически боятся неудач, поэтому отказываются пробовать и рисковать. Они скорее будут жаловаться всем на невезение, чем решаться покинуть зону комфорта. Восьмое. Они отговаривают себя начинать что-то новое. Даже если такие люди решаются на то, чтобы попробовать что-то новое, то уже загодя настраиваются на то, что у них нет никаких шансов. Это потому, что новое – это дискомфорт, а они так привыкли к своему болотцу мнимого комфорта, что ни за что от него не откажутся. Чем больше приходится выходить из коробки, которую они называют своим домом, тем больше они нервничают и пугаются. И последнее. Они тратят слишком много времени на жалобы.
Вместо того, чтобы просто что-то делать, они тратят драгоценное время своей жизни на жалобы, что их не поняли, не оценили, не заметили, не выбрали. Они будут час жаловаться на работу, которую легко и без усилий выполнили бы за 30 минут. Эта черта характера страшно раздражает как боссов, так и коллег по работе. Вот почему с ними не любят работать в команде, и нередко не замечают явных успехов. Оно и неудивительно, ведь человек постоянно ноет. Вот так, друзья. Все эти вещи усложняют жизнь людям такого рода, но выход всегда есть. Если они будут работать над собой, постепенно все начнет меняться в лучшую сторону. Не за день, конечно, и не за месяц, потому что подлинные изменения требуют времени, однако все выйдет. Не откладывайте жизнь на потом, вы можете начинать писать сценарий своего успеха уже сегодня. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и досмотрел видео до конца. Буду очень благодарна за лайки. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно почитать. Всего всем доброго!